Семипалатинске работала клиника, которая официально называлась антибруцеллезный диспансер, то есть якобы лечила болезнь, которую разносит скот. На самом деле там годами изучали людей, переживших радиационное облучение, а настоящий диагноз им никогда не сообщали. К 1980 году врачи этой самой клиники фиксировали рост онкологических заболеваний именно у детей. Это лишь одна из 7 историй о городе, рядом с которым 40 лет гремели ядерные взрывы, где появилось озеро из воронки термоядерного взрыва, где целый город был засекречен настолько, что не существовал ни на одной открытой карте, и где однажды из-под земли неожиданно вырвалось облако радиоактивного газа, изменившее ход истории всего региона. 7 фактов о Семее, каждый из которых подтвержден документально. Начнем с истории, о которой я уже упомянул в первые секунды, потому что именно она лучше всего показывает, насколько далеко была готова зайти секретность вокруг этого места. После испытаний 1956 года у жителей соседнего Усть-Каменогорска начала проявляться настоящая лучевая болезнь, и скрыть это становилось все сложнее. Тогда советские военные создали специальное медицинское учреждение, которое официально называлось противобруцеллезным диспансером номер 4. То есть, если верить вывеске, там лечили инфекцию, которую животные передают человеку через молоко или контакт с зараженным скотом. На деле диспансер выполнял совсем другую функцию. Люди, которые обращались туда с недомоганием, действительно проходили обследование, но настоящий диагноз им никогда не озвучивали. Врачи ставили выдуманный диагноз, связанный с бруцеллезом, а реальные данные об облучении и его последствиях уходили в закрытые отчеты, часть которых впоследствии отправляли в Москву. Сегодня даже исследователи, изучающие историю полигона, не знают точного содержания части этих архивов. Настолько тщательно все было засекречено. Такая схема позволяла военным решать сразу 2 задачи одновременно. С одной стороны, врачи получали возможность годами наблюдать за состоянием здоровья облученного населения, собирая ценные с научной точки зрения данные о том, как именно радиация воздействует на организм человека в реальных, а не лабораторных условиях. С другой стороны, сами пациенты, не зная истинного диагноза, не могли ни жаловаться, ни требовать компенсаций, ни вообще осознавать, что именно с ними происходит и откуда взялась их болезнь. Целые семьи годами лечились от несуществующей коровьей инфекции, даже не подозревая, что настоящая причина их недомоганий лежит в нескольких сотнях километров отсюда, на испытательном поле. Все это, думаем, последствия полигона. Дети без неба рождаются. Таких много же у нас. Официально скрывать реальность становилось все труднее уже к концу 70-х. К 1980 году врачи того самого диспансера фиксировали в собственных отчетах устойчивый рост онкологических заболеваний именно у детей, живущих в регионе. И это уже не удавалось списать ни на какую инфекцию животного происхождения. Позже диспансер преобразовали в научно-исследовательский институт радиационной медицины и экологии. Часть секретных архивов передали туда, а исследования последствий радиационного воздействия продолжились уже открыто. Целое поколение людей в буквальном смысле стало подопытной группой в исследовании, о самом существовании которого им никто не сообщал. Их лечили, их обследовали, но правду о том, что с ними происходит и почему, скрывали годами под благовидным предлогом коровьей болезни. И чтобы понять, откуда вообще взялась эта нужда в такой секретности, стоит вернуться к событию, которое все это запустило, к испытанию бомбы, аналогов которой на тот момент не существовало. 12 августа 1953 года на Семипалатинском полигоне испытали термоядерный заряд РДС-6С, первую советскую водородную бомбу, ставшую при этом первой в мире термоядерной бомбой, реально пригодной для военного применения, а не только лабораторным устройством. Мощность взрыва оценивалась примерно в 400 килотонн. Это в 20 раз больше, чем у самой первой советской атомной бомбы, испытанной 4 годами ранее. Заряд смонтировали на 30-метровой конструкции в центре испытательной площадки, чтобы имитировать взрыв над самой землей. Ради безопасности перед испытанием власти все же провели частичную эвакуацию. Из зоны радиусом 120 километров вывезли около 2250 человек и больше 44 тысяч голов скота. Людей увозили на грузовиках.
Но система дала сбой. После самого взрыва выяснилось, что радиоактивное облако накрыло и поселок Абай, который в первоначальный план эвакуации не входил. Из 1620 человек, живших там, вывести успели не всех. 191 человек остался в зоне заражения. За пределами так называемого опытного поля люди страдали и от других последствий взрыва. Световое излучение вызывало ожоги сетчатки глаз, а у некоторых это привело к временной или даже полной слепоте. При этом в те годы советские специалисты искренне считали, что предпринятых мер безопасности достаточно, поэтому местных жителей заранее о самом времени испытаний не предупреждали. Эта практика впоследствии и породила глубокое недоверие населения к властям, из которого много позже вырастет целое общественное движение. Событие, которое вошло в историю как научный и военный триумф Советского Союза, для конкретных людей, живших неподалеку, обернулось незапланированным облучением, слепотой и годами замалчивания последствий. А сама Земля после подобных испытаний менялась не только метафорически. В паре сотен километров отсюда взрыв в буквальном смысле изменил ландшафт настолько, что на этом месте появился новый водоем. 15 января 1965 года в пойме небольшой реки Чаган на глубине 178 метров взорвали ядерный заряд мощностью 170 килотонн, почти в 9 раз мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму. Это был первый советский промышленный термоядерный взрыв, и цель у него была подчеркнуто мирная. Советские инженеры хотели доказать, что с помощью направленных ядерных взрывов можно быстро и дешево создавать искусственные водохранилища прямо в засушливой степи. Расчет оказался буквально верным в инженерном смысле. Взрыв выбросил больше 10 миллионов тонн грунта на высоту почти километра и оставил после себя воронку диаметром около 400-500 метров и глубиной 100 метров с оплавленными, почти стеклянными краями. Весной того же года русло реки Чаган соединили с этой воронкой каналом, и получившийся кратер заполнился водой, образовав озеро, которое сегодня называют Атомным озером или Атом-Кёль. Советская пропаганда тут же преподнесла это как достижение. Газета «Известия» в 1966 году с восторгом писала о прекрасном новом озере с чистой прозрачной водой. А год спустя, когда медики наконец дали добро, местные жители целыми поселками бежали купаться на этот же берег. Вот только облако, поднявшееся сразу после взрыва, накрыло территорию, где на тот момент проживало около 2000 человек, и они получили дозу облучения задолго до того, как кто-либо официально объявил купание безопасным. Сегодня Атомное озеро формально считается частично безопасным для посещения. Уровень радиации на поверхности воды в определенных точках приближен к естественному фону, и туда действительно иногда приезжают исследователи, журналисты и даже отдельные любопытные туристы, чтобы увидеть его своими глазами. Но специалисты предупреждают, донные отложения и почва вокруг кратера накопили значительно больше остаточной радиации, чем сама вода на поверхности, а долгосрочное воздействие на местную экосистему до сих пор изучено не полностью. То есть озеро, которое можно сфотографировать и даже теоретически обойти по берегу, остается куда менее безобидным, чем может показаться на первый взгляд по одним только внешним снимкам. Озеро, которое сегодня выглядит как обычный, пусть и мрачно-живописный водоем в степи, это буквально застывший след ядерного взрыва, вокруг которого сначала облучили людей, а затем спустя год отправили тех же самых людей купаться в этой же воде. И если Чаган стал попыткой представить ядерные взрывы мирным чудом инженерии, то следующий факт про момент, когда скрывать реальную цену этих испытаний стало уже физически невозможно. 12 февраля 1989 года на одной из площадок полигона проводили очередной подземный ядерный взрыв. Но из-за нарушения технологии подготовки скважины взрыв не остался полностью подземным. Из трещины в земле начал вырываться радиоактивный газ, который поднялся на поверхность прямо посреди зимней степи. Спустя 2 дня, уже в поселке Чаган, в 110 километрах от эпицентра, радиационный фон подскочил в сотни раз выше допустимой нормы. Похожий выброс повторился и через несколько дней, 17 февраля. К этому моменту секретность вокруг полигона держалась уже 40 лет.
Но именно этот конкретный инцидент стал последней каплей. 28 февраля 1989 года у здания Союза писателей Казахстана в Алма-Ате собрался митинг, на котором поэт и общественный деятель Олжас Сулейменов объявил о создании антиядерного движения «Невада-Семипалатинск». Название специально объединяло два места, где сверхдержавы годами испытывали ядерное оружие рядом с обычными людьми, не спрашивая их согласия. Движение оказалось на удивление эффективным для советской реальности того времени. Уже в 1989 году массовые протесты и общественное давление помогли остановить 11 из 18 запланированных на тот год взрывов, а в 1990 и 1991 годах не допустили ни одного. Последние испытания на полигоне провели 19 октября 1989 года, и оно оказалось последним не потому, что программу официально свернули, а потому что общественное давление физически не позволяло проводить новые взрывы. Официальный указ о закрытии полигона президент Казахстана подписал 29 августа 1991 года. Получается, что именно банальная техническая ошибка при подготовке одной единственной скважины запустила цепь событий, которая всего за пару лет привела к остановке программы, работавшей 40 лет подряд. Редкий случай, когда авария на секретном военном объекте обернулась не новым витком замалчивания, а массовым гражданским движением, которое реально изменило ход истории. И чтобы понять, насколько глубоко секретность вообще пронизывала эти места, стоит взглянуть на город, который десятилетиями существовал буквально невидимым для остального мира. В 1947 году, в 45 километрах от места будущего первого ядерного испытания, основали закрытый научный городок, административный и технический центр всего Семипалатинского полигона. Город на протяжении десятилетий официально не значился ни на одной открытой советской карте, а по его периметру была натянута колючая проволока и действовал строгий пропускной режим. Попасть сюда можно было только по специальному разрешению, никаких случайных визитов. Только в 1974 году секретный военный городок официально получил статус города и имя в честь физика-ядерщика Игоря Курчатова, одного из главных архитекторов советской атомной программы, который подолгу жил и работал именно здесь. В городе постоянно находились ведущие советские физики-ядерщики того времени, а вся инфраструктура – дороги, линии связи, радарные установки – была выстроена вокруг одной единственной задачи – обслуживание испытательных площадок, разбросанных по степи на десятки и сотни километров вокруг. Жизнь в закрытом городе для тех, кто там работал, при этом заметно отличалась от жизни в обычных советских городах того времени. Ученых и специалистов обеспечивали куда более качественным по меркам эпохи снабжением, лучшим жильем и доступом к дефицитным товарам. Своеобразная компенсация за жизнь в изоляции и постоянном режиме секретности. При этом сама секретность была всеобъемлющей. Сотрудники не имели права рассказывать родственникам, чем именно занимаются, а переписка проходила через специальные почтовые ящики без указания реального названия города. После закрытия полигона в 1991 году город пережил тяжелые времена. Инфраструктура и жилой фонд серьезно пострадали. Многие жители, чья работа была напрямую связана с испытаниями, город покинули. Сегодня Курчатов уже не тот засекреченный военный центр, каким был десятилетиями. Здесь работает Национальный ядерный центр Казахстана, занимающийся уже не испытаниями, а изучением последствий и реабилитацией территории полигона. А сам город постепенно превращается в точку технологического туризма. Целый город на протяжении почти полувека существовал в статусе призрака для остального мира. Реальный, с настоящими улицами и жителями, но при этом официально невидимый, окруженный колючей проволокой и молчанием. А секретность вокруг полигона не закончилась даже тогда, когда сами испытания официально прекратились. Просто следующая история об этом молчании стала известна значительно позже и совсем не тем людям, которые ее ожидали. После закрытия полигона в 1991 году в штольнях горного массива Дегелен осталось никем не охраняемым около 200 килограммов оружейного плутония. Этого количества теоретически хватило бы на несколько десятков ядерных зарядов. В
хаотичные 90-е, когда контроль над огромной территорией полигона обеспечить было практически некому, там годами процветало мародерство, а о существовании этого плутония долгое время официально не заявляли вообще. Американский физик-ядерщик, побывавший на полигоне в конце 90-х по приглашению российских коллег, заподозрил неладное и сумел добиться подтверждения. Расщепляющийся материал действительно оставался в тоннелях в опасной близости от людей, способных его найти. Итогом стала совместная секретная операция Казахстана, России и Америки, которая тянулась с 1996 по 2012 год, то есть целых 16 лет, по поиску, сбору и захоронению этого плутония в бетоне прямо внутри штолен, чтобы исключить любую возможность попадания материала в чужие руки. О самом факте существования плутония и о ходе операции долгое время не сообщали даже Международному агентству по атомной энергии, организации, которая как раз и должна следить за подобными материалами во всем мире. На работы потратили около 150 миллионов долларов, значительная часть которых прошла по американской программе совместного уменьшения угрозы. И лишь после завершения операции в 2012 году они впервые заговорили открыто. Даже после того, как последний взрыв на полигоне отгремел, а сам объект официально закрыли, самая настоящая ядерная тайна продолжала существовать здесь еще 2 десятилетия. Просто теперь она касалась не самих испытаний, а того, что от них осталось лежать в земле практически без присмотра. А если собрать воедино весь масштаб того, что происходило на самом полигоне на протяжении 4 десятилетий испытаний, картина получается достаточно пугающей и без всякой конспирологии. С 29 августа 1949 года, когда на полигоне провели самое первое советское ядерное испытание, и вплоть до 1989 года, когда испытания фактически прекратились под давлением общественного движения, на Семипалатинском полигоне провели по разным подсчетам от 456 до 470 с лишним отдельных ядерных испытаний – воздушных, наземных и подземных. Разброс в цифрах между источниками объясняется разными методиками подсчета. Где-то считают отдельные взрывные устройства, где-то сами испытательные операции, в рамках которых иногда подрывали сразу несколько зарядов. Совокупная мощность всех взрывов, произведенных здесь за 40 лет, превысила 50 мегатонн. Радиоактивные осадки от испытаний в разной степени накрыли территорию площадью в несколько сотен тысяч квадратных километров, где на момент испытаний проживало больше 1 миллиона человек. По итоговым оценкам, разной степени радиационному облучению за все эти годы подверглось порядка 1200 тысяч жителей бывшей Семипалатинской области. Территория полигона и прилегающих районов до сих пор частично загрязнена такими веществами, как стронций-90, цезий-137 и плутоний-239, элементами, которые сохраняют опасную активность десятилетиями, а некоторые и веками. По состоянию на конец 2000-х в отдельных опасных зонах бывшего полигона радиационный фон все еще превышал безопасные нормы в десятки раз. За сухими цифрами вроде 456 испытаний стоит целый регион, чья жизнь на 40 лет оказалась подчинена секретной военной программе. Люди, которых лечили от выдуманных болезней, поселки, которые забывали эвакуировать, озеро, ставшее памятником взорванной земле, и общественное движение, которое в итоге все это остановило. Семей. Город, чья история слишком долго существовала в режиме секретности и который только сейчас по-настоящему рассказывает о том, что здесь произошло на самом деле. Буду благодарен каждому за поддержание канала подпиской, комментарием и лайком. Увидимся!